Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу вам показать прекрасную альтернативу всеми любимому картофельному пюре. Мы будем с вами готовить сегодня полезную альтернативу, которая не менее вкусная, а может даже для кого-то даже и более вкусная, чем картофельное пюре, но при этом она более полезная, менее калорийная, здесь больше витаминов клетчатки и то, что нужно для нашего здоровья. И для этого пюре я беру цветную капусту. У меня здесь одна головка весом 900 граммов. Можно взять чуть больше, килограммовую, чуть меньше, как вы уже там какую купите. И вообще этот рецепт у меня очень прижился. Всегда, когда хочется картофельное пюре, но, допустим, уже поздно и не хочется ничего калорийного, я делаю пюре из цветной капусты. И поверьте, это очень вкусно, но при этом не так вредно и не так калорийно. Разделяем капусту на соцветия. Это вообще недооцененный продукт, мы его мало на самом деле употребляем в пищу, но это очень полезно, здесь много всего полезного и при этом очень мало калорий. Кочерышку я ни в коем случае не выбрасываю, тоже ее буду отваривать на пюре. Нарезаем произвольно. Чем меньше кусочки, тем быстрее у нас варится капуста. Чем больше кусочки, тем медленнее сварится капуста. Добавляю 2 зубчика чеснока и 1 лавровый лист. Заливаю это все кипятком. Можно и холодной водой, но тогда у вас просто чуть дольше будет весь процесс. Воду подсаливаем по вкусу и варим 10-15 минут до полной мягкости капусты. Пока готовится капуста, предлагаю приготовить вкусный соус. Беру 1 зубчик чеснока и немного его произвольно измельчаю. В чашу блендера отправляю пучок петрушки. Можно укропа или кинзы, любой по вашему вкусу. Чеснок, горчица в зернах, где-то столовая ложка, щепотка соли и 2 столовые ложки растительного масла, у меня оливковое. И измельчаем блендером. Если зелень не очень сочная, то может понадобиться добавить немного водички, буквально столовую ложку, чтобы помочь блендеру сделать однородный соус. Капуста готова, я воду уже слила, и также удаляем лавровый лист. Добавляем сюда 40 граммов сливочного масла или по вкусу и также 80-100 мл молока. Чеснок я оставляю, тоже из него буду делать пюре. Если хотите, можете добавить сюда щепотку мускатного ореха. Пюре из цветной капусты я буду делать блендером, но ни в коем случае не делайте вот такой вот погружной ногой пюре из картошки, потому что там много крахмала в картофеле и получается клейстер. Вообще невкусное будет пюре, консистенция будет странная. А для цветной капусты идеально подходит вот такая вот погружная ножка. Все, наше супер полезное пюре готово. Посмотрите, какое чудесное получается пюре. У него очень нежная консистенция и нежный вкус. Даже если кто-то не любит саму цветную капусту, то вот в таком вот виде он может и полюбить цветную капусту. Так что пробуйте. Вот посмотрите, еще так какая консистенция. Я его готовлю часто. Как я вам и говорила, альтернатива обычному картофельному пюре. Вот такое вот пюре из цветной капусты. И немножко соуса для красивых зеленых ноток и, конечно же, отчетливого и такого ароматного вкуса. Миллион раз пробовала, но в этот раз для вас персонально. Это очень вкусно, полезно. Я хотела поделиться с вами этим простейшим рецептом, потому что мне кажется, что это чудесный рецепт, поэтому готовьте и питайтесь более полезно, когда это возможно. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.